Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об анчоусах, мелкой морской промысловой рыбе, которая по количеству и распространенности опережает все прочие виды. В ней есть йод, фосфор, фтор, кальций, калий и богатый витаминами рыбий жир. В отдельных странах ежегодный вылов анчоусов достигает 13 миллионов тонн. Анчоус – это такая смешная рыба, которая всегда плавает с открытым ртом, то есть не прилагает особых усилий, чтобы кого-то поймать, живет по принципу «будет день, будет пища». Поэтому ловить ее лучше с середины лета по ноябрь, когда она сыта. Летом много планктона и прочей мелочи, которая попадает в рот анчоусов. Зимой их меньше, а значит и сидящий на диете анчоус не такой аппетитный. Кроме того, зимой анчоусы впадают в спячку, залегают в зимовальные ямы. Просчитать место зимовки очень трудно. Рыба от года к году меняет свои стоянки, колесит по миру и может оказаться в любой точке земного шара. Анчоусы – это преимущественно морские стайные рыбы небольших размеров. Как правило, они превышают в длину 20 см и массы 190 грамм. Самый крупный представитель – Триса скричлеи – 40 см. Самый мелкий – Амазон спратус сцинтилла – 2 см. Это самый мелкий представитель сельдеобразных. В семействе насчитывают 146 видов, объединяемых в 17 родов. Обитают в тропических и умеренных водах всех океанов, в том числе в Черном и Средиземном морях. Анчоусовые занимают одно из ведущих мест в мировом рыболовстве. В среднем рыболовный флот Турции вылавливает около 300 тысяч тонн в год. Самые большие уловы приходятся на ноябрь и декабрь. Анчоус часто используют в качестве приманки при ловле тунца. Промысел перуанского анчоуса – один из крупнейших в мире. Он значительно превышает вылов других видов анчоуса. Большая численность этого вида объясняется особыми условиями существования перуанского анчоуса. Он живет у берегов Перу и северного Чили, где с необычайной силой происходят процессы подъема к поверхности богатых питательными веществами глубинных вод. В результате здесь развивается огромное количество фитопланктона, составляющего единственную пищу этой рыбы. В Перу почти весь улов важнейшего в мировом промысле перуанского анчоуса идет на изготовление рыбной муки. На побережье Перу расположено около 100 предприятий по производству рыбной муки суммарной мощностью 9000 тонн в час. Перу является крупнейшим в мире экспортером рыбной муки. Рыбная мука – четвертая основная экспортная позиция Перу после золота, меди и нефти. Перуанская рыбная мука вырабатывается путем варки, прессования, сушки и размола анчоуса. Сначала пойманный анчоус перегружается на плавучие платформы, называемые чата. Они находятся в море на расстоянии до 1200 метров от заводов. Отсюда анчоусы перекачиваются в судно, где они смешиваются с водой и при помощи мощных насосов по подводному трубопроводу перекачиваются непосредственно на завод. Поступившие анчоусы отделяются от воды. Затем рыбу транспортируют в бункеры для взвешивания. После взвешивания продукция распределяется по прудам-хранилищам. Перекачанная вода тщательно очищается и возвращается в море. На втором этапе рыба транспортируется при помощи винтового конвейера. По спирали рыба движется к насосу, который направит ее к турбине, распределяющей продукцию по варочным аппаратам. Здесь сырье нагревается до 90-95 градусов Цельсия. Происходит стерилизация сырья, белки коагулируют, клеточные мембраны разрушаются. Под прессом полученная масса разделяется на жидкую и твердую фракции. Затем жидкая фракция подается в декантер, горизонтальную центрифугу со шнековой выгрузкой непрерывного действия. После отстоя в декантере жидкая фракция направляется в сепаратор, где извлекается рыбий жир. Жидкость из сепаратора поступает в испаритель, где она сгущается и затем смешивается с твердой фракцией. Вода, содержащаяся в твердой фракции,
концентрированной жидкой фракции и отстои удаляется в сушильном блоке. Затем полученная масса размалывается и к ней добавляется антиоксидант, чтобы стабилизировать жиры и препятствовать их окислению в процессе хранения. Готовую муку упаковывают в мешки по 50 кг и отправляют на склад. Отсюда мука экспортируется по всему миру. Для производства 1 тонны рыбной муки необходимо около 4000 тонн перуанского анчоуса. В отличие от Перу, в Европе к анчоусу относятся более бережно. Здесь анчоус справедливо считают деликатесной острой рыбной закуской. Однако она не только вкусная, но и полезная. Одно судно за сутки может выловить до 10 тонн ценного анчоуса. Как только рыба оказывается на судне, время начинает иметь существенное значение. Дело в том, что анчоусы остаются свежими всего 24 часа. Команда судна должна действовать быстро, так как анчоусов нужно заморозить, а затем возвратиться на побережье, где улов с нетерпением уже ждут покупатели. Местные рыбаки каждый день отправляются в ночное море. Утром они возвращаются на берег. Анчоусы предпочитают плавать недалеко от побережий и не выходят в воды открытого океана. Рыбаки привлекают косяки анчоусов огнями, после чего забрасывают кошельковые неводы. Анчоусы выпрыгивают из воды, не подозревая, что скоро отправятся в сети. Для ловли анчоусов используются плотно сплетенные сети, которые не запутываются. Это очень важно, так как сети могут быть очень большими, и рыбаки должны иметь достаточный опыт работы с ними, чтобы использовать их наиболее эффективно. Чтобы поймать как можно большую рыбу, рыбаки используют современные технологии. Такие приборы, как эхолоты, помогают не только найти анчоусы, но и определить их точный размер и вес. Все это можно увидеть на экране монитора. Чем крупнее анчоус, тем выше его цена. Например, наиболее крупные анчоусы на итальянских рыбных рынках продаются по цене от 25 до 30 евро за ящик. Чтобы сохранить высокое качество анчоусов и, соответственно, цену на них, очень важно следить за тем, чтобы они не были раздавлены или повреждены каким-либо образом. Чтобы сохранить анчоус живым, его по трубе перекачивают в бассейн с водой. Ее закачивают не слишком много, чтобы рыба не задохнулась от недостатка кислорода. Затем специальной сетью рыбу выгружают из бассейна. Она захватывает около 680 кг рыбы. Выловленную таким образом рыбу в течение 2 часов доставляют в рестораны. Пойманная утром рыба к 12 часам уже будет в обеденном меню. Поэтому менеджерам ресторанов так важно доставить рыбу в ресторан, пока она жива. Такие идеальные анчоусы идут на приготовление приправы к картофелю фри и другим горячим блюдам. Когда анчоусы прибывают в ресторан, все работники оставляют свои дела и переключаются на разделку рыбы. У рыбы отрезают голову, и она потрошится. В холодной воде работники проводят пальцами от хвоста до головы и удаляют чешую. Это самый лучший способ обработки анчоусов. Выпотрошенные и очищенные от чешуи анчоусы выглядят очень чистыми. Их еще раз промывают и охлаждают. После этого их помещают в рассол. За 48 часов рыба в рассоле замаринуется. Затем рыбу вытаскивают и удаляют кости. Остается тушка, готовая к употреблению. Рыбные кости высушивают, толкут в ступке пестиком и получают костную анчоусовую соль. Ей можно солить картофельные чипсы. Анчоусов едят в свежем или консервированном виде. Свежую рыбу лучше пожарить или потушить с помидорами и луком, сделать рыбные котлеты с рисом, просто и вкусно. Их добавляют в соусы. Вустерский соус без анчоусов уже вроде бы и не соус. Анчоусы добавляют даже в салат «Цезарь».
Некоторые специалисты могут сделать эту дешевую рыбку гораздо более ценной, когда извлекут из рыбы весь жир, а затем сделают соус, стоимость которого может доходить до $160 за литр. Такой соус будет стоить в 4 раза дороже, чем другие популярные рыбные соусы. Но на изготовление соуса из анчоусов уйдет 3 года. Такой соус нужно собирать по каплям. Мы покажем, как все эти маленькие рыбки превращаются в соус. Когда дело доходит до создания высококачественного итальянского соуса из анчоусов Colatura di Alici, их свежесть имеет решающее значение. Соус Colatura делают в традиционном для региона Амальфитанского залива городке Читара. Анчоусы для соуса, как полагается, ловят в прибрежных водах Амальфи с 25 марта по 22 июля. Этот период совпадает с праздником Благовещения и Днем Святой Марии Магдалины. Почему для приготовления колатуры следует использовать только выловленные в этот период анчоусы? Объяснение очень простое. Только в эти месяцы из-за особой температуры здешних вод и фазы жизненного цикла рыбы анчоусы содержат внутри себя очень мало жира, и именно эта характеристика делает их идеальными для приготовления этого пикантного соуса. Название продукта «колатура» происходит от латинского глагола «colare», то есть «сочиться». Мастер из Италии говорит, что сначала нужно почувствовать вкус моря и вкус рыбы, ощутить текстуру рыбы на своих губах. Эта приправа имеет неповторимый сильный запах. В сезон ловли анчоусов работа мастера начинается с раннего утра. Сначала анчоусы очищаются, удаляются головы и внутренности. Как только анчоусы будут очищены, их помещают в бочки, пересыпая каждый слой солью. Используется высококачественная итальянская соль из Сицилии. После 24 часов нахождения в соли анчоусы готовы к консервированию и прессованию. Засолка рыбы – это самый первый шаг в производстве соуса. Чем больше анчоус, тем больше жира он выделяет, а это помогает получить самый ароматный соус. Анчоусы аккуратно, одну к одной, укладывают внутрь терциньо – небольшой бочки, сделанной из каштана. Если использовать другое дерево, то правильный вкус анчоуса не будет получен. Когда древесина соприкасается с солью, она затвердевает и полностью запечатывает анчоусы внутри бочки. Для производства 1 литра соуса из анчоусов требуется около 30 кг анчоусов. Соль запускает процесс выделения жидкости внутри анчоусов, а весь процесс его получения занимает 3 года. Приготовление соуса Colatura di Alici – это кропотливый и трудоемкий процесс. Соль, анчоусы и бочку вместе объединяет тяжелый камень, который кладут сверху. Именно благодаря давлению камня со временем янтарная жидкость выступает на поверхность, а затем превращается в долгожданный ароматный соус. Чтобы проверить, готов ли соус, мастер прямо в бочке сверлит отверстие. После этого соус из анчоусов медленно вытекает из бочки в стеклянный контейнер. На основании этого мастер может определить качество соуса, его цвет и аромат. Ускорить процесс получения соуса невозможно, иначе он будет испорчен. Он должен созревать в собственном темпе, капля за каплей. Готовый соус вытекает из бочки в течение недели. Создание соуса Colatura di Alici можно назвать настоящей инвестицией, так как каждый год цена на него растет. Соус из анчоусов Colatura di Alici подают в ресторанах, обычно со спагетти. Его можно добавлять в качестве приправы практически к любому блюду. Это почти как соль. В России европейский анчоус называют хамсой. Хамсу ловят в Азовском и Черном море. В этих морях это самая многочисленная рыба. Особенно много этой рыбы бывает летом в хорошо прогреваемой и богатой кормовым планктоном северо-западной части Черного моря. Пик вылова приходится на осень. Хамсу ловят и днем, и ночью. Ночью она выходит на мелководье, а днем возвращается на глубину. Хамса имеет очень короткий жизненный цикл. Ее предельный возраст составляет всего 3-4 года. В первые 2 года жизни эта рыба довольно быстро растет, достигая к концу этого срока 10-11 см в длину.
но в дальнейшем скорость ее роста замедляется, и предельные размеры не превышают 13, редко 15 сантиметров. Азовская хамса отличается от черноморской светлой окраской и меньшими размерами. Ее обычная длина составляет 8-9 сантиметров. Эта рыба проводит в Азовском море только лето. Там она активно питается, там же происходит икрометание в июне-июле и нагул мальков. Осенью азовская хамса всех возрастов уходит через Керченский пролив в Черное море. Азовская хамса – один из самых жирных анчоусов, содержит в своем теле осенью после окончания нагула 23-28% жира. Вкусовые качества этих рыб, особенно после соответствующей обработки, весьма высоки. Из нее делают паштеты и фаршируют оливки. Кроме того, это очень полезная рыба. Она полезна для костной ткани человека и также замедляет развитие опухолей в организме. Российские траулеры при хорошей погоде могут за день вылавливать до 40 тонн хамсы. Это норма для небольшого судна, но кроме объема также важен размер рыбы. Пойманной рыбы размером менее 6,5 см по экологическим нормам в улове должно быть не более 20%. Для сохранения свежести при отгрузке в трюм часть рыбы сразу же солят, а остальную пересыпают льдом. Лед в трюме нужен для сохранения отрицательной температуры. Через 2-3 часа рыбу выгружают в порту, поэтому она всегда свежая. После разгрузки судно опять отправляется в море. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!